Так, друзья, всем привет, меня зовут Сергей, и вы на канале Сделай Сам. В этом видеоролике, пока погода дает нам добро, будем продолжать делать террасу своими руками. Вкратце, кто не смотрел прошлый выпуск, за прошлый выпуск мы собрали мощную обвязку из пакета досок. Я постарался дать максимально подробный рассказ, как это можно сделать в одного человека своими руками. Поэтому, друзья, кто не смотрел прошлый выпуск, я настоятельно рекомендую ознакомиться, потому что реально годная инфа. С помощью нее вы сможете собрать хорошую обвязку под дом, под баню, под сарай, под террасу, под что угодно, если вы хотите сделать все мощно, правильно и надежно. Итак, друзья, в этом выпуске мы будем собирать лаги пола. Доска у нас 50 на 200. Расскажу особенности, нюансы, как правильно, как нужно. Шаг доски у нас будет не больше 40 сантиметров. Это чтобы максимально уменьшить, скажем так, прогиб доски. Также познакомлю с интересным инструментом, потому что у нас будет этап, надо будет болгарочкой подрезать шпильки, чтобы не порвать себе штаны. Это, кстати, всем рекомендую, всегда обращайте внимание, если вдруг будете собирать обвязку из пакета досок и стягивать шпильками, обязательно обращайте внимание на их выступающий, не знаю, болт, чтобы его всегда можно вовремя было обрезать и штаны свои сохранить в целостности и сохранности. Поэтому, друзья, вам желаю приятного просмотра. Постараюсь все подробно, максимально рассказать, показать, научить, поделиться все, что знаю сам я. И если меня смотрят какие-нибудь мастера, такие, прям отважные профессионалы, я всегда рад любому вашему совету. И тем более это будет полезно всем остальным зрителям. Поэтому желаю вам приятного просмотра, и мы полетели!
Так, друзья, вот так выглядит коробочка, то есть прямоугольничек поверх обвязки. Собрал, все сбил на косую, где-то в стык. Какие нюансы хочу рассказать по поводу сборки из доски естественной влажности. Во-первых, она имеет разные размеры. Вот видите, вот тут полочка получилась. То есть вот эту полочку надо будет рубаночком снимать, то есть выводить. Но это будем делать уже потом, когда полностью все лаги лягут. Я возьму правило или длинную ровную досочку и буду уже карандашиком ставить метки, где надо будет снимать рубаночком. Ну, то же самое я делал с обвязкой, когда выравнивал все основание. То есть раз доска имеет разный размер. Ну, разбег где-то даже, наверное, от 5 миллиметров до сантиметра. Ну, сантиметр не попадал. В основном разбег идет где-то от 3 до 8 миллиметров. Также, друзья, у доски бывает обзол. Возьмите себе за правило, если строите своими руками, либо строят вам и видите доску с обзолом, при монтаже пусть сразу снимают обзол. Или вы сразу снимаете обзол, потому что отмазка типа да ладно, потом снимем, когда поднимем, когда накроем, она не канает, потому что потом это будет никогда. Потом будет неудобно, потом мы забудем, потом мы зашьем, особенно если какие-нибудь там сдвоенные, стройные доски. И потом вы это не увидите. Вот видите, я везде обснимал обзол, даже когда собирал пакет досок. Сразу снимаем. Это очень важный момент. Так, друзья, сейчас, чтобы собирать дальше лаги пола, то есть они у нас будут вот в таком виде. Сначала я хочу залезть и подрезать все шпильки. То есть в основном это боковые, потому что я сейчас буду лазить, прыгать, бегать. И вот об эти шпильки можно разодрать себе все штаны. Сегодня в работе у меня УШМ от компании Bosch. С виду это стандартная болгарка, то есть сетевая, но в ней есть очень интересная фишка. Это, друзья, система крепления диска X-Lock. Первая важная особенность такого крепления диска — это удобно, друзья. Быстрая смена или установка отрезного диска. Не нужны уже никакие гайки, ключи. Диск у вас уже не закусывает. Достаточно просто поднять тумблер вверх, и диск отщелкивает. И он у вас в руках. Сразу переходим ко второму плюсу, друзья. Отрезной диск вы всегда поставите правильно. То есть есть всегда такое мнение, какой стороной ставить диск, где металлическая шайба. Вот тут, друзья, вы уже другой стороной, но никак его не поставите. Тут только в правильном нужном режиме. Также есть огромный плюс при использовании такой системы оснастки. За счет того, что у нас нет тут выпирающей гайки, когда мы ставим лепестковый диск, мы можем шлифовать больше площади, потому что гайка у нас не мешается. Тем самым мы повышаем производительность. Ну и система X-Lock — это открытый патент. И уже ряд производителей, больших мировых гигантов, брендов переходят на эту систему. И мне кажется, только дальше они будут наращивать обороты. Глядя на этот диск, первая мысль приходит, где же его достать. Но на самом деле, друзья, они уже довольно популярны и можно купить в крупных сетевиках. И что касается цены, друзья, она, ну, скажем, практически не дороже, потому что самые дешевые отрезные диски покупать, ну, как-то опасно, небезопасно. Ты всегда стараешься получше, и в итоге, глядя на эти цены, они приравнялись практически вровень. Так что, друзья, система становится популярней, развивается, идет вперед. Молодцы ребята, что топят за безопасность, и более подробно можете узнать по ссылке в описании. Ну а мы, пока у нас еще светло, продолжаем работать.
Так, друзья, давайте немножко расскажу. Накидали мы досок с надежным, скажем так, как сказать-то, товарищем, прорабом, да, начальником. Накидали, в общем, 200-ки. Сейчас я собираю все обрезки, потому что я посчитал, мне примерно, сейчас скажу сколько, 6, 12, 18, 24 отрезка надо. Из них 4 будет по 45 и остальные все по 40 сантиметров. Это будут проставки. Я в дальнейшем покажу. То есть они служат для того, чтобы скрепить доску и чтобы ее не крутило. Ну, в дальнейшем покажу. В общем, сейчас собираю все обрезки. Буду нарезать, ну, хотя бы 30-ник сейчас напилю. Кратышей 40-х. И буду постепенно каждую досочку собирать. У меня есть тут момент, который может кому-то не понравиться, кто-то не поймет. У меня доски мало осталось, потому что мне еще на крыльцо, где котельная, надо сделать, тоже будет подиум. В общем, я доску экономлю. Когда мы строим дом и собираем, допустим, перекрытие, да, то есть это первый, ну, пол первого этажа, пол второго этажа, то край доски должен приходить на, как сказать, опору. То есть в данном случае у меня обвязка. Но так как у меня, ну, это правильно считается. У меня, допустим, край доски не будет приходить на край обвязки, он будет висеть в воздухе. Первый край и второй край. И я их буду вместе сшивать. Такой способ используется в каких случаях? Когда наращивают крышу стропила. Когда стропила не хватает, ее сшивают между собой. И для жесткости еще как минимум 2, а лучше 4 шпильки делают. Это важно, чтобы она жестко была скреплена и несла способность нести нагрузку. Так как у меня терраса, тут особой нагрузки не будет. И максимум будет стоять бассейн, и то он будет стоять там в углу, либо в левом, либо в правом. То есть прогиб, ну не прогиб, а соединение досок у меня по центру. То есть тут можно использовать такой узел. Такой же узел можно использовать во временных постройках. Только главное соблюдать правильность крепежа. Не просто закрутить там 2 самореза черных, там 70-х, и типа и так сойдет. Нет, друзья, надо сколотить гвоздями, надо соединить шпильками. Минимум 2 это минимум. От одной толки не будет. То есть минимум 2, а лучше 4, если это особенно там стропильная система. Это важный момент. Я часто вижу такие ошибки, когда кому-то строит дом, ты приезжаешь, видишь стропила нарощена, а там на 3 гвоздика держится и все. И то там они там какие-нибудь 80-ки, а доска-то 100-ка. Поэтому, друзья, напиливаем сейчас проставочки и дальше вам покажу, как будет идти работа. Так, друзья, если вы обратили внимание, то всю доску я пилю прям из штабеля, потому что, ну, она, во-первых, 200-я, плюс я работаю один. Если работать там бригадой, да, там человека 3-4, то, конечно, удобнее иметь стол для распиловки с торцовочной пилой. То, что, ну, двое могут накидать тебе доски, то есть, а ты только пили и пили. Но, когда работаешь один, чтобы не корячить эту доску в одну каску, я пользуюсь вот таким угольником. У меня много разных угольников, есть подороже, есть подешевле. Вот это я считаю самый оптимальный. Покупал на Алиэкспресс, стоит он, там есть маленький, 400 рублей стоит, по-моему, если память не изменяет. А это побольше, он стоит 700-800. Для торцевания доски прям из штабеля с помощью дисковой пилой это просто космос. Да, он китайский, тут немножко градусы распределены не как на нашем. Тут идет 5, 15, 25, 35, то есть, а у нас, допустим, идет 15, 30, 60, 90, то есть, ну, самые ходовые. Но шкала есть, можно определить любой уровень. И функционал тут очень большой, я не буду вдаваться в подробности. Я к тому, что если вы будете строить дом, строить в одну каску, чтобы торцевать доску быстро, удобно, с помощью направляющей, возьмите себе вот такой китайский угольник. Я оставлю ссылку в описании. Я всем рекомендую. Это самый удобный, скажем, мобильный угольник. Стоит рублей 800, где-то вот так. Кто хочет кайфануть, кто часто работает с доской, можете купить угольник Свенсона. Где-нибудь посмотреть в магазинах, но он стоит в районе 2000. То есть есть ли смысл переплачивать, если вы будете только торцевать доску? Это очень удобно.
Так, друзья, ну что, дело к вечеру. За сегодня получилось собрать мощное перекрытие. Сделал самые все основные трудоемкие, нудные, долгие работы. Все пробито гвоздями с одной стороны и с другой. В центре у меня получается вот так стыкуются доски. То есть вот они длинные. Тут буквально метр 30, метр 40, наверное, каждая доска нахлест. Пробито все гвоздями. То есть, обратите внимание, не 2 гвоздика, а тут их, наверное, штук 20. С одной стороны и с другой. Также все это склеено на клей-пену. Не успел я, сейчас уже потемнело, но я думаю, завтра потихоньку доделаю. Надо минимум 2 шпильки. Одна сюда, одна сюда. Если бы это была стропильная часть, то 4. То есть 2. Что еще? Далее надо рубаночком убрать все полочки, перепадики. Вот эти вот, видите, полочка. То есть ее надо рубаночком стесать, все это подровнять и обработать антисептиком. Прям жестко, также с красителем бахну, просто залью. Вот у нас еще полочка. Я потом обычно иду карандашиком либо маркером крестики рисую, чтобы их находить. Вот так у нас выглядит перекрытие. Собрал, наверное, часов за 6. Это у нас 3 на 11,5. Доска уже заканчивается. Доски осталось буквально на заднее крылечко. Там у нас котельная. Потом буду собирать, тоже покажу. Поэтому, друзья, все легко и просто. Друзья, в следующей серии я вам покажу, какие я сделал доработки, доделки. Это раз. Во-вторых, будем мы собирать террасную доску, террасный настил. Расскажу кучу нюансов. Я перелопатил много видосов в интернете, кто что говорит, кто что рассказывает, как выбрать. Все это подробно расскажу, друзья. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, пишите комменты, пишите вопросы. Что вы не поняли, какие моменты, нюансы. Возможно, кто-то из знатных мастеров, строителей тоже что-то подскажет. А так, я работой доволен, уже подустал, пойду отдыхать. Так что еще раз спасибо и всем пока-пока.